Приветствую тебя, зритель! Это очередной выпуск непростой распаковки. С вами снова главный горе-эксперт по закупкам на Авито. В этом ролике он собирается распаковать вот эту гору почтовых коробок. Так что запасись терпением и приятного просмотра, дружище. Forever young. Посылка из Краснодара от Жанны. Графиня Жанна! И тут пахнет криминалом, потому что, судя по штампу, она приехала 8 ноября 2024 года. 2 года она пылилась у меня на полке. 2 года, Карл? За это время курс биткоина успел трижды упасть и вырасти. Чувак, если там внутри колбаса, то это уже биологическое оружие массового поражения. Ей-богу, если оттуда вылезет новый штамм ковида, я лично сдам тебя властям. Настоящий хищник выжидает правильный момент. Погнали! Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5 игр на PlayStation 3. И это игра Beijing 2008. Официальная игра Пекинской Олимпиады. Обрати внимание, бокс первой волны с той самой вертикальной надписью PlayStation 3. На обложке гордо красуется документация на русском языке. То есть сама игра на английском. Спасибо за заботу, издатели. На обороте глубокий философский слоган. Один мир, одна мечта, одна игра. Звучит так, будто это не про игру, а про глобальный манифест человечества. Звучит масштабно, но по факту. Один диван, одни чипсы и стертые до мозолей пальцы. И вторая игра это у нас Phineas и Ferb. Across the second dimension. Покорение второго измерения. А полностью на русском. Чистая локализация. Коробка идеально. На обложке мультяшные пацаны и утконос. Не особо известен данный сериал для российского зрителя, но попал в книгу рекордов Гиннесса как самый длинный и непрерывный анимационный марафон на ТВ. А вот про саму игру у меня 0 информации. Не играл, но можем затестить. На обороте написано: объедините силы ради спасения Земли. Ну да, спасать галактику в компании утконоса — это как раз уровень для такого серьезного кабана, как ты. Попрошу без кухонной аналитики. Открываем бокс и мануал внутри. Третья игра это у нас SH3 Dawn of the Dinosaurs. Ледниковый период 3. Падение динозавров. Третий бокс подряд, и снова состояние муха не сидела. Выживание белки в условиях вечной мерзлоты среди гигантских ящериц. Настоящий первобытный хардкор. Чистокровное европейское издание. И снова эстетика ранней PlayStation 3. Вертикальный логотип и красная отметка на торце. На обороте суровый английский Survive the Dinosaurs World. Выживи в мире динозавров. Чувак, ты выжил в очереди на почте России в пятницу вечером. После этого никакие тираннозавры тебе не страшны. Это точно. Отлично, мануал на месте. Жанна, ты молодец, ты возвращаешь мне веру в Авито. И четвертая игра из этой посылки это у нас Джеймс Бонд 007 Bloodstone. На обложке брутальный Дэниел Крейг. Хмурится точно так же, как я при виде цен на бензин. Обожаю этого актера. Кстати, если не видели старый фильм с его участием «Слоеный торт», то беги смотреть. Чисто британский криминальный кайф. Дюк, не принимай это на свой счет. Это бизнес. Хочешь узнать, сколько стоят эти таблетки? Да, мать твою, будь добр. И наоборот у нас написано New Bond Adventure. И сочные скриншоты. Состояние обложки просто блеск, ребята. А внутри лежит увесистый мануал. Настоящая толстая книжка, как инструкция к советскому холодильнику. Вот это я понимаю хардкорный подход. И давайте протестим данную игру. На экране лев зарычал, а значит сейчас агент 007 будет наводить суету. Первая миссия на какой-то мажорной яхте. Начинаем тихо. Используем ствол с глушителем. -1. Так, тестим управление. Ходит бодро, прицел не плавает. Начало неплохое. Но помни, ты не в тире. Двигайся тактически, а не как турист на экскурсии.
А все под контролем. Так, заходим внутрь. Дверь заперта. Классика линейных шутеров. Прицел в голову. С 3 выстрелов лег. Мы здесь не играем по сюжету фильма. Это не адаптация к фильму, кстати. Это полностью оригинальная история. Сценарий писал тот же автор, что и к таким фильмам, как «Золотой глаз» или «Завтра не умрет никогда». А для PlayStation 3 графика-то реально сочная. Текстуры не мылят, а свет падает как надо. Пацаны, вы только посмотрите на этот вид. Вдали парусная яхта, вода переливается так, будто это не 10-й год, а как минимум ранее PlayStation 4. Горы, пейзажи. Жанна, спасибо за этот курортный тур в Грецию. Красиво-то красиво, но мы тут не чаек кормить пришли. Спускайся, там враги тебя заждались. Окей, спускаемся. Я его что, обнимашками уложил? Чистая работа. А сам Фишер в это время плачет в углу. А вот и босс первого уровня, кажись. Этот гений решил не драться, а просто удрать. По нам фигачит вертолет. Он нам устроил знатный град из пуль. Это что, Джавелин? Слышь, разработчики, вы серьезно? Чувак целится в меня из Джавелина. На минуточку эта штука наводится по тепловому следу на технику, танки, вертолеты. Она физически не захватывает прицел человека. Ну, конечно, эксперт по вооружению включился. Меньше душности, больше экшена, а то в тебя прилетит. Но по законам Голливуда, кажется, пофиг на физику. И тут начинается лютый Майкл Бэй, погоня на воде, прыжки с трамплинов, а замедление времени, все взрывается. Выглядит мега круто. А снова суша. Бежим по лакшери отелю. Патроны летят, враги ложатся. Сразу видим решетку Астон Мартин и 100% будем на ней сейчас гонять. Так я понимаю, что мы стрелять не можем. Пушек на машине нет. Тут стоит отметить классную управляемость машиной.
красиво сделано, красиво. И это первая миссия. Таким образом они хотят меня полностью завлечь в данную игру. Типа, смотри, сколько у нас всего, а что будет дальше? Ой, мне влетела ачивка, фейерверк на вечеринке. Ну что можете, однозначно хорошая игра. Графика держится бодрячком, экшен угарный, а погони топовые. Какая же игра без Бонда, без пафосного вступления? Бриллианты, красивые силуэты, топовый саундтрек. Чисто киношный кайф. Ради этого уже стоило запускать игру. О, началось. Силуэты девицы и пафосная музыка. Все как ты любишь. Надеюсь, ты слюной там стол не заляпал, секретный агент? Это искусство, хватит придираться. Опять же классика шпионской жизни. Роскошная постель, шампанское во льду, красивая женщина. И тут, конечно, звонит телефон по работе. Начальство романтику не прощает. Время паковать чемоданы. А мы перемещаемся в казино. Посмотрите на меня в шикарном смокинге. Вокруг дорогущий интерьер, атмосфера роскоши. Этот Бонд явно использует кондиционер для белья с ароматом тактического превосходства. Я бесконечно трусь спиной об укрытие, а мойщик стен отдыхает. Кстати, разработчики, те, что сделали Hitman, пилят совершенно новую игру про Бонда. Она, кстати, должна выйти на днях. И это для меня главный повод наконец-то плотно ознакомиться с франшизой. Дело в том, что последний раз я играл в Бондиану на первый PlayStation. Да, те самые времена, когда Джеймс Бонд состоял ровно из 30 полигонов, а его лицо напоминало пожеванную стиральную резинку. Если сравнивать ту классику с Bloodstone на PlayStation 3, это же просто квантовый скачок. В общем, к Next Gen про 007 я теперь почти готов. О, мы в Сибири. Сибирь в представлении западного разработчика – это отдельный вид искусства. Естественно, тут нас встречает классический типаж – суровый местный охранник в ушанке. Жаль, что без балалайки и ручного медведя. Но ушанка на месте. Чекаем стереотипы. Какие ваши доказательства? И тут мое почтение разработчикам. Я прямо хочу оставить положительный отзыв. Ребята реально запарились и сделали указатель на стендах на русском языке. Никакой абракадабры и зеркальных букв «И». Написано офисы, двор, гостиная, туалет и учет. Скорее всего, авторы пытались перевести слово «reception», регистратура или «reception», но искусственный интеллект тех лет решил, что Бонд пришел проверять бухгалтерскую отчетность. Секретный агент на спецзадании. Народ, вы только посмотрите на это ночное небо. А звезды горят, луна светит, а вокруг вовсю фигачат фейерверки и праздничные салюты. Ну какая же красота! Атмосфера чисто романтик. Бонду на это времени нет, ему надо бороться с международным злом. И вот тут начинается настоящий праздник для каждого мужика. Мы снова за рулем классического Астон Мартин. Ты посмотри на номера. Ты посчитаешь меня занудой, но там написано BMT 216A. Думаешь, что это просто случайный набор букв? А вот и нет. Это жирнейшая пасхалка для фанатов франшизы. Именно этот номерной знак висел на самой первой оригинальной Астон Мартин DBA5 Шона Коннери в культовом фильме Goldfinger. Разработчики, мое почтение. Вы можете накосячить с переводом слова «учет», но в лоре Бондиана вы шарите. Управление машиной здесь просто пушка. Для игры 2010 года тачка ощущается невероятно приятно. Скорость чувствуется, а вокруг происходит тотальный Голливуд. Локация прорисована безумно красиво. Здания рушатся, враги взрываются, шины визжат. На дороге творится такой замес, что Доминик Торетто со своей семьей сейчас нервно курит в сторонке и завидует моему шпионскому стилю. Снова укрытие, снова раздаем хедшоты направо и налево. Он закончил показывать ее вам, а сам ее прошел за кадром в один заход. И знаете что? Он остался дико доволен. Серьезно, Bloodstone — это чистокровный бодрый экшен, который отлично развлекает даже сейчас. Также у него на полке имеются другие игры про Бонда, это 007 Легенды и Квант Милосердия. И все с участием Крейга.
И пятая игра из этой чудо-коробки — это у нас Time Crisis Rising Storm. Time Crisis Rising Storm. Коробка просто загляденье. На коробке написано, что на диске есть, кроме Rising Storm, Time Crisis 4 и... Так, расшифровываю мелкий шрифт. И это у нас Dead Storm Pirates. Это пиратский рельсовый шутер. Time Crisis 4 Arcade. Dead Storm Pirates. А Жанна подсунул нам 3 игры по цене одной. Отлично. Внутри сочный мануал. На обложке также мы видим бэк-арт. Но главный брутальный бонус этой игры, мне кажется, в саундтреке, ребята. В игре звучат тяжелые рифы американской глум-метал группы Five Finger Death Punch. И как итог, Жанна из Краснодара за 2700 рублей прислала нам топовый набор из 5 игр в идеальном сохранении. Считай, что 540 рублей за штуку. Шикарно. А Джеймс Бонд, которого мы только что потестили, оказался настоящим скрытым бриллиантом для PlayStation 3. Ну что, миссия выполнена, база выдана. Время собирать дань с твоих брутальных подписчиков. Зови их в комменты. Именно, народ, пишите в комментариях, какая игра больше вам понравилась из данной посылки. А мы переходим к следующей. И продолжаем наш марафон распаковок, мужики. И тут сразу косяки. Сбоку красуется солидная вмятина. Почта России держит марку и проверяет посылки на прочность. Но это еще ладно. На скотче прилип чей-то длинный волос. Скажите, у нас отправитель пушистый. Как понять, что выпадение волос из нормы перешло в патологию? Надеюсь, этот волос хотя бы с головы. Так, ладно, не думай об этом. Просто сожги коробку после обзора. Да, посылку снова прислал Краснодар. На этот раз парня зовут Юрий. Юра, не переживай, мы победим. Я фартовый. Обошлась она мне в 1500 рублей. Ични Сан Ши. И первая игра из волосатой посылки от Юрия. Epic Mickey 2. Две легенды. Причем полностью на русском языке. Бокс в хорошем состоянии, претензий нет. И вуаля! Внутри тотальное разочарование, мануала нет. Только один одинокий диск и кусок пупырки. Видимо, пупырка лучше передает атмосферу сказочного мира Диснея. Мое коллекционное сердце только что дало трещину. Но главный вопрос в другом. Я смотрю на этот диск и думаю, зачем я его вообще купил? Ведь у меня точно такой же уже есть. Ты дурак, что ли, эй? Мужики, это классическая шизофрения витамана. Ладно, слезу вытер, двигаемся дальше. Лот номер 2. NBA 2K7. И тут у меня начинается дергаться глаз, пацаны. Я в шоке. Это бокс от обычного Blu-ray фильма. На ней нет фирменной переливающейся голограммы, которая обязана быть на всех лицензионных спортивных симуляторах от 2K. Блин, как я так мог лохануться, когда смотрел фотки на Авито? Меня официально переиграли и уничтожили, ребята. Да, на обложке Шак, причем в форме Miami Heat. А где Лейкерс? Шак. Впрочем, Шакилу не привыкать украшать игры. Олдскулы помнят суровый файтинг Шак Фу на 16-битных консолях. А еще в 90-х выходил фильм «Сталь». Пора поработать молодым. Где Шак играл типа супергероя. В детстве я от этого фильма тащился, но когда пересмотрел его недавно, пацаны, я серьезно засомневался в своем умственном развитии. Скажи спасибо, что ты развился дальше этого фильма. Что по мануалу? Хотя кого я обманываю? На фото выглядит так, будто он сам в шоке от того, в какой бокс его запихнули. А надежда умирает последняя. Но в Краснодаре она умерла окончательно. Мануала нет. Просто голый диск в чужом боксе. Шак весит под 150 килограммов чистого золота и мышц, но даже он не смог спасти этот позорный бокс. Третья игра PES 2008. Ситуация в 1-1. Снова чужой синий Blu-ray бокс.
снова мануала нет. Но тут меня спасает только одно. В прошлом ролике я распаковывал посылку, где тот же PES был в идеальном оригинальном комплекте. Так что диск пойдет на запчасти. И финальный аккорд этого кошмара. Я очень надеюсь, что на этом пара голых дисков закончится. Игра Big Game Hunter 2012. Я понятия не имею, что это за дичь. Это, конечно, симулятор охоты на крупную дичь. Окей. Радует только одно, бокс хотя бы оригинальный, родной от PlayStation 3. И снова пустота, полное уныние. 4 игры и ни одного мануала. 2 левого бокса. Юра, ты разрушил мою веру в Краснодар, которую до этого так бережно выстраивала Жанна. Совершенно разные 2 посылки из Краснодара. Это была первая неудача этого ролика, но мы не сдаемся. Впереди еще тонна посылок. Ну что, охотник на крупную дичь, Авито тебя сегодня знатно поохотил. 4 голых лота. Следующий лот — это огромный полиэтиленовый конверт Почты России от Андрея. Субботнее шоу. Привет, Андрей. Из Москвы. Обошлось мне это сокровище 2250 рублей. А бумажный пакет дорогого бутика с надписью «Бугатти». Андрей, ну ты эстет. Бренд, который завораживает. Бугатти. Внутри лежит плотная кипа игровых журналов, аккуратно перевязанным 2 ленточками. Причем узелки завязаны в форме бабочек. Мужики, оцените этот уровень сервиса. У меня на канале суровая брутальная распаковка, а тут такая милота и красота. Ну ладно, бабочки в сторону, давайте потрошить посылку. И это у нас «Страна игр» номер 7. Апрель 2008 года. На обложке у нас воительница Тайрис Флэр из грядущего на тот момент экшена Golden Axe Beast Rider на PlayStation 3. Также она у меня была на распаковке. Сама игра в итоге оказалась провальным проходником. Но вот Art Direction и фигура главной героини будоражили умы геймеров. Амазонка с огромным мечом и в минимальной броне. Типичный дизайн нулевых. Жестко, брутально, одобряю. Второй журнал и также «Страна игр», но уже 8 номер, также апрель 2008 года. Но это второй культовый номер за месяц. На обложке брутальный Нико Беллик из GTA 4. В 2008 году «Страна игр» была настолько мощным и толстым журналом, что иногда выпускала по 2 номера в месяц. Да, такое было, чтобы успевать за игровыми релизами. И третий журнал, также «Страна игр», сентябрь 2007 года. На обложке упрямый усатый водопроводчик Super Paper Mario. Это культовая вещь для Nintendo Wii, где разработчики гениально скрестили 2D-платформер с 3D-пространством. А это у нас журнал PlayStation 2, а на обложке сам Фишер. Рядом лежат диски Splinter Cell на PC2 и Blacklist для тройки. Автор явно пытается намекнуть нам на свою утонченную любовь к стелсу. На самом деле просто скупил самое дешевое на барахолке, чтобы пустить слизу в объектив. Ладно, полистаем эту реликвию, пока страницы не рассыпались в труху. А вот тут обложка правильно, мужская. Нас встречает свирепый спартанец Кратос из God of War 2. В том году God of War 2 выжил все соки из стареющей PlayStation 2 и стал графическим чудом, доказав, что хоронить старое железо еще рано. Дальше Андрей упаковал пачку шикарных постеров, которые мы в детстве вешали на стены поверх обоев. Погнали по порядку. Это у нас Терминатор 3. Небольшой плакат с Арни. Фильм, конечно, спорный, но Т-800 в кожанке – это всегда брутально. Целлюлит, сколиоз, остеопороз, бешенство матки. Что, не сидится дома? Так, огромный шикарный постер. С одной стороны, горячая амазонка из Golden Axe с PlayStation 3. А на обороте не менее крутой арт God of War Chains of Olympus для портативной PSP. Двойной удар по олдскулам.
А следующий постер у нас лицевая сторона с хоррором Condemned 2. Мне как-то не зашла, слишком мрачно, уныло. И фига из Disciple 3. Снова злой Кратос со своими клинками хаоса. А на обороте легендарная линейка 2, который в те годы сожрал миллионы часов жизни наших пацанов. И следующий постер — это у нас с одной стороны семейные покатушки на Wii. Зато на обороте сочный, шикарный арт с 3 привлекательными девчонками из файтинга Soul Calibur 4. Так, стоп. Камера слишком долго задержалась на этом постере. Пальцы, я вижу, задрожали. Соберись, боец. Но спорить не буду. Бойцы огонь. Самое то, чтобы разбавить твою суровую геймерскую качалку. Так, следующий постер — это у нас брутальнейший постер кооперативного боевика Army of Two. Чисто мужской шутер про наемников в масках. Переворачиваем и проваливаемся в киберпанк. Постер аниме «Призрак в доспехах». Синдром одиночки — это сериал. Нам показывают команду 9-го отдела майора Мотоки Кусанаги, Бато с его киберглазами и единственного среди них чистокровного человека без имплантов Тогусу. Если ты смотрел данное аниме и сериал, то ты, наверное, заметил, что создатели дико фанатели от автомобилей марки Nissan. Почти все тачки отдела — это футуристичный концепт Nissan. На постере также Nissan красуется. Замыкает пачку плаката с мрачным подводным городом Восторг из Bioshock. А на обороте у нас суровая стратегия про Третью мировую войну World in Conflict. Журнал, к сожалению, остался без обложки, но по внутреннему наполнению я четко определил дату. Смотри, я наткнулся на старую заметку и эксклюзивные скриншоты игры Need for Speed Most Wanted. Причем статья написана в стиле игра, которая только должна выйти. Представляете, сколько лет этой макулатуре? Это же чисто исторический документ. Страна игр, июль 2008 года. Финальный аккорд посылки. И тут на обложке красуется тот самый шикарный арт с девчонками из Soul Calibur 4, который я только что видел на плакате. Круг замкнулся. Андрей из Москвы за 2250 рублей подарил нам самый мощный заряд ностальгии. Тут журналы, плакаты. Дух эпохи, когда доллар был по 30, а игры делались с душой. Андрею из Москвы за упаковку Бугатти, бабочки из ленточки и сохранность постера, безоговорочный 5 звезд и низкий поклон. Напиши в комментариях, кто из вас тоже до дыр затирал страну игр и вешал плакаты на стены. Ну все, теперь твоя комната выглядит как логово профессионального задрота-коллекционера. Также у него с давних пор висят плакаты его любимых игр, которые также из журнала «Страна игр». Вот парочка из них. Если я не ошибаюсь, это посылка номер 4. На очереди у нас посылка от Сергея. Из Астрахани. В Астрахань, поехали в Астрахань. Астрахань, как мы знаем, это рыбная столица России. Край раков и черной икры. Обошлась эта картонная коробка от Почты России в 3500 рублей. Сергей упаковал все на совесть. Упырку не пожалел. У нас 2-3 Quantum Unke. А первая пошла, это Far Cry Primal. Снизу на боксе пленка слегка помята. Но это пустяки. Пластик цел, все исправимо. Главное, шилд их полностью на русском языке. Скажу честно, я в эту часть не играл. На обороте написано: душа дикаря. 10 тысяч лет до нашей эры. Каменный век. А докажи, что ты самый опасный хищник на просторах Уруса. Главное, что мануальчик внутри и сам диск в идеале. А вторая игра у нас также на PlayStation 4. Это Homefront The Revolution. Тоже полностью на русском языке. Бокс в идеальном состоянии.
И тут красуется какой-то странный шильдик с черепом и надписью «Революционный дух». Понятия не имею, что это за бонус, но выглядит брутально. Открываем. Внутри мануал, точнее вкладыш с промокодом. Так, третий лот — это космический симулятор Star Wars Squadron. Бокс блестит как новый, игра с русскими субтитрами. На обороте лаконично написано: требуются пилоты. Смотрите, на коробке наклейка от магазина Texas Games на сумму 3800 рублей, а за Человека-паука 2. Кажется, кассир в Техасе знатно промахнулся мимо кассы или словил жесткий баг. Спайдермена мне не доложили, но забавный артефакт остался. Номер 4. Хардкорный самурайский экшен Нио. Состояние муха не сидела, на обороте глубокая база. Только в смерти познается путь истинного самурая. Опа, внутри у нас вкладыши с рекламой. Онлайн-кинотеатр Ока. Ну и родная инструкция: Джон Уик и самураи. Идеальная комбо, одобряю. GTA The Trilogy. The Definitive Edition. Состояние отличное. И тут у меня флешбэк. Мужики, в прошлой распаковке я открывал ту самую оригинальную трилогию GTA на PlayStation 2. И знаете что? По тем роликам мне прилетело аж 4 дизлайка. 4, Карл. За что, пацаны? Ну, знаете, меня утешают слова моей учительницы из начальных классов. Она всегда говорила: двойка тоже оценка, ее тоже надо заслужить. А внутри у нас 3 легенды. Третья часть, Vice City и San Andreas. А теперь давай устроим небольшую битву поколений. Смотрите, слева у нас олдскульный массивный бокс для PlayStation 2, где каждая обложка — это история. Справа современный минимализм для PlayStation 4. Какое издание выглядит душевнее? Как по мне, старая школа PlayStation 2 выигрывает по всем фронтам. В ней чувствуется эпоха. А что думаешь ты? Пиши в комментариях, какой бокс заслуживает места на вашей полке. А классика из нулевых или современный Definitive Edition. По крайней мере, на старушке PlayStation 2 там сохранятся те музыкальные издания, которые не сохранились здесь уже в переиздании, потому что лицензии стекли, ребята. Так, мужики, едем дальше. Очередная посылка из Москвы от Андрея. Андрей, здорово. А ценник 2800 рублей. Коробка в идеале, без повреждений. Но прикол в том, что приехала она еще в прошлом году. Я продолжаю разгребать свои залежи. Три пакета от Marketplace Озон. Андрей решил использовать их для надежности. Первый лот — это игра Mind Jack для PlayStation 3. Mind Jack. Hack in. И она в заводском селде. Абсолютно новая, запечатанная. Но радоваться рано, пацаны. Я читал обзоры и отзывы про эту игру. Эта игра 2011 года от Square Enix считается редчайшим легендарным проходником. А критики ее просто уничтожили за кривой геймплей и тупой сюжет. Но вскрывать этот силд ради проверки я точно не буду. А какого хрена? Купил запечатанный мусор, чтобы просто смотреть на него на полке? Чисто мужская логика. Ладно, на обороте что написано? На обороте пафосный слоган: Mind Jack, your mind is not your own. А твой разум тебе не принадлежит. Но мой разум точно принадлежит Авито. Следующий лот от Андрея: Властелин колец. Война на севере. Lord of the Rings, War in the North на PlayStation 3. Снизу плашка, субтитры на русском языке. И тут у меня включается жесткое дежавю, ребята. Дежавю означает сбой в матрице. У меня вопрос к самому себе, зачем я ее купил, если эта игра уже у меня есть на полке. То ли я реально забыл про нее, то ли я эту коробку купил раньше и открыл только сейчас, спустя год. Короче, классическая шиза собирателей игр. Это называется амнезия. Скоро ты начнешь покупать консоли, которые у тебя уже есть. Ладно, давай проверим, может там хоть комплектация царская.
Бокс, кстати, в отличном состоянии. На обороте написано «Рождение нового братства». Ты знаешь, это была одна из немногих экшен-РПГ по Толкину с честным взрослым рейтингом 18+, потому что там можно было смачно отрубать бошки оркам. А теперь давай сравним этот диск с тем, что у меня уже был на полке. Кстати, номера совпадают. Теперь у меня 2 братства кольца. Отлично, распаковали лайк. Спасибо, дружище. Так, мужики, а вот это уже серьезно. На стол приземлился настоящий гигант. Путевой лист где-то потерялся в аналах Почты России. Судя по вот этой дыре размером с кулак, курьер так сильно хотел узнать, что внутри, что пробил защиту. Вскрываем этот гуманитарный груз. Внутри все упаковано так, как будут там не диски, а уран-235. Тонны газеты пупырки. И вот наш первый лот. Old School свело. Star Wars Rebel Assault 2. Вот это тяжелая артиллерия. Настоящий артефакт. Сколько ему лет? Я так думаю, лет 30? На обложке культовый сокол тысячелетия The Hidden Empire. Для оригинальной PlayStation. В детстве у меня была эта игра, конечно, не оригинал, а пиратская штамповка за 3 копейки из легендарного магазина Uno Market, который стоял прямо напротив моего дома на проспекте Славы. Кто из Питера и помнит Uno Market, с вас железный лайк под этим видео. Ну, трещины на крышке и следы износа присутствуют. Диску больше 30 лет, он пережил падение Империи, Лукаса, покупка Диснеем и еще последние 3 части. Это ужас. Это была одна из первых игр, которая весила так много из-за обилия живого видео. Живые актеры на фоне хромакея, вершина технологий 90-х. Достаем первый диск. О, ну этот парень явно отражал лазерные атаки Империи. Следов износа тут прилично. Мануал, кстати, в идеале. А это второй диск, он пострадал от Палпатина чуть меньше. Жить будет. Так, стоп, описание на немецком языке. Да, здесь eine Fantastische. На самом деле это максимально концептуально. Ведь Джордж Лукас, когда создавал Империю, он вдохновлялся эстетикой Вермахта и Третьего Рейха. Kniefallen vor der ersten Ordnung und sich an diesen besonderen Tag erinnern, als den letzten Tag der Republik. Так что немецкий язык на обложке «Звездных войн» это 100% попадание в исторический лор. Да пребудет с нами Димахт. Ладно, надо испробовать этого ветерана в деле. Единственный ветеран тут это ты. И дело твое труба. О, легендарная заставка LucasArts. А вот теперь пошли настоящие «Звездные войны». А музыка играет, ностальгия бьет в глаз. Экран моргает чаще, чем R2-D2 в стрессовой ситуации. Картинка решила уйти в гиперпрыжок без меня. Играть в это решительно невозможно. Звук есть, а вместо космоса Малевич со своим черным квадратом. Скажи спасибо, что не крик Мунка. Хотя кричать сейчас будешь ты. Надо испробовать магию. Протереть футболкой. Магия протри футболка не сработала. Похоже, что сила покинула диск окончательно. Зато мануал красивый. Ну да, полистай картинки и утешь себя этим. Чувак, ты просто жалкий неудачник. Люк, я твой отец. Разворачиваем второй сверток. И здесь у нас Bugs Bunny. Так сказать точно сложно, но походу дела это Bugs Bunny Lost in Time. Потому что обложка снова полностью на немецком. Мануал внутри в хорошем состоянии. А вот сам диск, юзали его, кажется, по полной программе. И в хвост, и в гриву. Давайте закинем этого кролика в консоль и посмотрим, как он выдержал проверку временем. Так, запустили.
Судя по всему, перед нами какой-то обучающий уровень. Слушайте, а графика для первой плойки очень даже неплохая. Яркая, мультяшная, текстур не вырви глаз. Ну вот управление, мужики, я не люблю огульно критиковать старые игры, но это просто аттракцион для камикадзе. Что такое? Наш альфа-самец не может совладать с нарисованным кроликом? Жми на кнопки сильнее. Да тут отзывчивость, как у груженного самосвала. Управление максимально неточное. Прыжки медленные, ватные. Ты нажимаешь кнопку, а кролик думает еще полсекунды, стоит ли ему вообще прыгать. Короче, к этой физике нужно долго и упорно привыкать. Но если закрыть глаза на костыли из 90-х, игра вполне приятная. Фух, с кроликом знатно попотеть пришлось. Так, и из этой же гигантской коробки с дыркой достаем следующий артефакт. Пацаны, да это же Soviet Strike. Для первой PlayStation, но уже не Black Label, а в культом серебряном издании, Platinum. На боксе есть царапки и липкие остатки от старого ценника. Классическое эхо европейских распродаж. Но главное, бокс абсолютно целый, вообще без трещин. Для коробок PlayStation 1 это редкая удача. Советский удар. Открываем. Мануал просто в идеале, как будто его напечатали вчера, а не 30 лет назад. А диск, пацаны, вы только посмотрите, он буквально блестит. Следов эксплуатации почти незаметно. Первый владелец сдувал с него пылинки, походу. И переворачиваем бокс. И тут у нас снова тевтонский орнунг. Весь текст на немецком. Похоже, эта посылка приехала к нам прямиком из какого-то бункера под Берлином. Советский удар в немецком издании. Что будет в следующей посылке Spyro на финском или Tekken на арабском? Но ты держись, коллекционер. Главное, не забудь завести словарь. Закидываем диск в консоль. Слушайте, визуальная игра мне дико напоминает старую добрую 16-битную классику вроде Jungle Strike или Desert Strike на Sega, только слегка прокачанную в 3D. Но, честно говоря, пиксели тут просто огромные, размером со средний кулак. Или я зажрался, или слишком сильно придираюсь к данной игре. Напишите в комментариях, как вам такая картинка. Конечно, придираешься. Это 96-й год, чувак. Тогда эта графика казалась пацанам неотличимой от реальности. Ты лучше на управление посмотри. А вот к управлению вообще ноль вопросов. После ватного Bugs Bunny здесь все летает. Бодро, отзывчиво, точно. Вертолет слушает за каждой кнопки. Геймплей затягивает с первых секунд, но есть один лютый косяк. Разработчики, вы зачем вертолет сделали размером на треть экрана? Из-за этой огромной вертушки в центре я физически не вижу, что происходит на карте и откуда в меня прилетает. Интересно, можно ли тут как-то отдалить камеру? Это я выяснил уже за кадром. Но игре в любом случае жирный пацанский лайк за ностальгию. Так, немецкую контрабанду для первой плойки мы оценили. Star Wars, Bugs Bunny и вертолет на месте. Но в нашей огромной коробке-гиганте еще остались пупырки. Продолжаем потрошить тевтонский склад. Следующий лот это у нас чистокровный Black Label, а легендарный Dragon Ball Z. What if it was the only roll left? Love Dragon Ball Z. Get Ultimate Battle 22, the import for the PlayStation game console. Ultimate Battle 22 для первой PlayStation. Культовый японский 2D файтинг. Бокс в отличном состоянии, если не считать остатков от старого ценника. На обороте красуется, кажется, вообще вся банда из этого мультсериала. И, судя по всему, они все играбельные. О, аниме подъехало. Ну, с твоей прической до Супер Сайяна тебе еще далеко, но бокс выглядит солидно. Открывай, посмотрим на мануал. Да, и неспроста эта игра называется Ultimate Battle 22. Как раз 22 персонажа. Так, мануал знатно потрепан. Я понимаю почему. Посмотрите, внутри напечатаны комбинации ударов для каждого персонажа. Походу, прошлый владелец затирал эту книжку до дыр. Постоянно подглядываю коронные приемы во время потных каток. Попадись мне такой мануал в мои юношеские годы, я бы отсюда каждого персонажа и каждый удар в тетрадку перерисовал. А теперь зацените принт на диске. Ярко-желтый, сочный, каноничный цвет. Кайф. Так, запускаем файтинг.
Выбираем бойца. Мужики, а рисовка для 95-го года неплохая. Чисто двухмерный олдскул. У каждого персонажа свои специфические приемы, камбухи, спецэффекты на весь экран. Играется максимально бодро. Если вы в детстве фанатели от Гоку и его компании, то эта штука точно заставит вас пустить скупую мужскую слезу. Плоские рисованные человечки дерутся на фоне 3D-арены. Управление тут классическое. Да, я пока не умею в него драться, ребята, вы уж простите. Так, и это у нас Формула-1 World Grand Prix. Сезон 99-го года. Тоже оригинальный Black Label. Для своего Redbox цел, но пацаны, он грязный до ужаса. Такое ощущение, что он где-то на пляже в Турции загорал вместе с туристами. Плюс обложка внутри помята жестко. Но для настоящего мастера это не проблема. Пару раз погладим ее домашним утюгом через тряпочку и будет как новая. Лайфхак проверен годами. Утюгом. Мужчина, вы прекрасны в своем безумии. Проверяй диск, Шумахер. Кстати, именно этой части Формулы-1 у меня не было на плойке никогда. Даже пиратской. Да, мануал уставший, жизнь его побросала. Достаем диск. Слушайте, а поверхность диска подозрительно идеальная. Кажется, перед продажей ее знатно отполировали на специальном станке. Или это просто мое коллекционное воображение? Проверим на трассе. Так, вырубаем режим быстрая гонка. Истинные фанаты королевства гонок сразу узнают эти повороты. Да, пацаны, это легендарный Мельбурн, Австралия. Трасса, которая практически всегда открывает мировой сезон Формулы-1. И знаете что? Управление отстой. Блин, баланс между скоростью и поворачиваемостью просто нет. В сравнении с Формулой-1 96 года, там вообще тормоза не нужны были. Просто поворачивай и все. А Формула-1 98 года, наоборот, не мог нормально затормозить, как бы ты ни жал тормоз. Здесь болид управляется как утюг. Нет, очень трудно именно управление здесь. Да, трудное. Это еще мягко сказано. Эпическое испытание терпения подошло бы лучше. Так, следующий лот из коробки и снова королевские гонки. Встречайте Формула-1 2000. От Electronic Arts, а точнее от их спортивного крыла EA Sports. И это оригинальный Black Label. Бокс просто в отличном состоянии. На обложке у нас красуется ярко-красный болид Феррари Михаила Шумахера. Позади него в темно-зеленых тонах это Ягуар. К сожалению, они уже не участвуют данно в гонках, ребята. Я в этом сезоне болею за Оскара Пиастри, а за рулем болида Макларен. О, чудо! Никакого немецкого языка. Все полностью на English. Из косяков только небольшая трещина на оборотной стороне бокса. Но это абсолютно терпимо, мы тут не хрусталь коллекционируем. Открываем. И, мама дорогая, посмотрите, какой он толстенный. Настоящая книга. Стилизовано очень круто. А на обложке красуется гордая надпись All the sports that matter. Весь спорт, который имеет значение. Листаем эту энциклопедию. Тут реклама вообще всех спортивных симуляторов, которые EA выпускал на первую плойку в те годы. А на самой последней странице мануала нас встречает легендарный слоган, который каждый из нас читал голосом из заставки. If it's in the game, it's in the game. Ну что, проверим в игре. Ты только послушай, узнаешь эту группу, это же Placebo с одним из ее хитов Ever You, Ever Me. Вот это да, разработчики явно знали толк в музыке.
И, блин, ребята, какое же здесь крутое управление. Я официально заявляю, что это одна из лучших, если не лучшая управляемость Формулы-1 на оригинальной PlayStation. Болид слушается идеально, физика шикарная, скорость чувствуется на полную. После этого шедевра от электроников возвращаться в старые части гонок вообще не захочется. Для меня, как для фаната гонок, это просто 100% попадание в сердечко. Смотрите, мы не смогли на этой карте взять золото в игре Grand Prix Формула-1 99 года, но смогли взять Формула-1 2000 в этой игре. Значит, есть разница в управлении, не грешите на меня. Ты в той игре даже не смог доехать до финиша, а здесь сходу на подиум. Да ты у нас не просто коллекционер, ты скрытый Вильнёв или Хаккинен. За такую победу грех лайк не поставить. Так, двигаемся дальше. Следующая лот — игра Hybrid. Издание Valve Service, по-нашему чисто по дешевке. И да, это Black Label, но в очень специфическом издании под названием Pocket Price. И угадай что? Немецкий конвейер восстал из пепла. Немцы снова в деле, текст на обороте вернулся на Deutsch. Бокс, конечно, знатно уставший, но без трещин. Мануал чистый, блестит, но внутри вообще нет картинок. Голый текст на белом фоне. А листать его скучно, как инструкцию к освежителю воздуха. Достаем диск, и пацаны, он просто белый. Никакого яркого пятна. Вообще ничего. Чисто белая болванка с логотипом. И ты можешь задаться вопросом, почему все так убого и минималистично. А все просто. Серия Pocket Price — это ультрабюджетная линейка для бедных. Издатель экономил буквально на каждой капле краски и сантиметре бумаги, чтобы продавать диски за сущие копейки в супермаркетах. Оценок у этой игры в прессе почти нет. А те, что есть, колеблются на уровне... Но играть можно, если больше вообще нечего играть. Давай проверим, что это за зверь. Так, запускаем. И нас встречает заставка. Ребята, я просто сижу и удивляюсь. В детстве мы ведь реально балдели от таких трейлер-роликов. Нам казалось, что это вершина технологий и чистый Голливуд. А сейчас смотришь, и это чертовски смешно. Квадратные человечки, дерганая анимация, спецэффекты уровня «я у мамы дизайнер». Ладно, заставку пережили, а смотри, тут можно выбирать персонажа. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Тут, конечно, не совсем понятно, но данный персонаж — это девушка. Вдруг ты не понял. Ну нахер. Бро, такое ощущение, что разработчики потратили весь свой бюджет на 3D-движок, а дизайн персонажа поручили сыну бухгалтера. Это какой-то парад шедевров. Давай перейдем к геймплею. Ну что сказать, перед нами классический коридорный шутер конца 90-х. А звезд с неба не хватает. Сюжет какая-то дичь про инопланетные гибриды и секретные лаборатории. Мы воюем против взбесившихся тостеров, микроволновок и агрессивных пылесосов, как мне кажется. А серые коридоры, серые враги, серый штурмовик. Очередной раритет отправляется на полку. Так, народ, оставим мрачные серые коридоры. К нам на экран влетает чистый позитив и магия Диснея. Парнишка в зеленых трико. Питер Пен. Точно. Adventure in Neverland. Издание Platinum. Правда, коробка у нас немецкая. Бокс в отличном состоянии. Мануал и сам диск просто конфетка. Давай проверим, сможем ли запустить этого сказочного летуна. И магия Диснея работает.
А графика для PlayStation 1 просто отлично. Яркие сочные цвета, красивейшие задники, а сам Питер анимирован плавно и стильно, прямо как в оригинальном мультфильме. Геймплей максимально понятный и интересный. Бегаем, собираем ништяки, летаем, уворачиваемся от ловушек капитана Крюка. И самое крутое, позволяет Питеру летать прямо со старта уровня. А ты знаешь, критики оценили эту игру очень высоко для детского платформера. Хвалили как раз за точное управление, которое не бесит, в отличие от того же Бакс Банни, который мы сегодня смотрели. Теперь у нас есть короткий клинок для ближнего боя. Летать на PlayStation 1 это отдельное удовольствие. Управление отзывчивое и легкое. Кстати, на заметку, данная игра вышла в 2002 году на закате жизни PlayStation. Разработчики выжили из старушки все соки, поэтому игра выглядит так круто. Ругали ее за то, что для опытных геймеров она слишком легкая. Ну что, мужики, огромная немецкая коробка меня радует. Мы подняли тонну ностальгии, взяли золото в Мельбурне, посмеялись над убогой графикой 97 года и полетали с Питером Пеном. И очередной лот из этой тевтонской коробки. О, классика от Ubisoft, Prince of Persia, The Two Thrones. 2 трона, бокс в хорошем состоянии. На обороте глубокий слоган. 1 воин, 2 души. И куча сочных скриншотов. Все по красоте, мануал на месте. Стоит ли ее включать? Думаю, нет. Принца мы все знаем и любим. Переходим к следующей игре. О да, вот это улов. Еще одна игра на PlayStation 2. И это у нас Catwoman от Electronic Arts. Бокс просто в шикарном состоянии. А с обложки на нас смотрит Холли Берри. Шоколадная красотка. Глаз не оторвать. Ну, давайте признаемся, честно, без купюр, пацаны. Фильм был просто лютейшим, первосортным трэшем. Кис-кис-кис. Будь хорошей киской. Фильм умудрился собрать целую охапку премий «Золотая малина», включая худший фильм и худшую женскую роль. Полное дерьмо. Кстати, Холли Берри оказалась не из робкого десятка. Она на вручение «Золотой малины» пришла с Оскаром в руке. И со сцены поблагодарила Warner Bros. За то, что они сняли ее в этом куске. В дерьме. Как по мне, лучшая женщина-кошка в истории кино. Не в обиду ни Холли Берри и не Энн Хэтэуэй, это Мишель Пфайффер. Даже имя звучит как песня. А ее латексный костюм со швами в фильме «Бэтмен возвращается» — это же чистый эталон кошачьей грации и икона стиля на все времена. Этот шедевр снял великий и ужасный маэстро готического кино Тим Бёртон. А ладно, смотрим на обороте бокса, написано «Доминио Фелино». Доминио Фелино. Кошачье господство. Это итальянский или испанский. Это переводится как «кошачье господство». Звучит как название сомнительного паблика в соцсетях. Или девиз сильной и независимой женщины с 40 кошками. Опа, а Диста внутри соскочил со своего крепления и просто болтается по коробке. Ну, спасибо, почтовые гонщики, за бережную доставку. Да уж, костюмная арта по-прежнему пугает. Очень надеюсь, что в самой игре можно будет сменить экипировку на что-то более приличное. Все работает. А стартовое меню стилизовано реально красиво. Начинается вступление. Нам показывают, что эта кошка вообще умеет. Мужики, к мыльной пиксельности придираться не буду. Это PlayStation 2, ей все простительно. Главное, чтобы игралось бодро. Пока что выглядит неплохо. Смотри, игра идет прямо по сюжету фильма. Нам говорят разбить стекло вон тем плохим парнем. Where'd you come from? Moonlight Sail Boys. Да, мыльность местами зашкаливает, но для 2004 года выглядит недурно. Правда, коп тут вообще другой. В фильме полицейский был брюнетом азиатской внешностью. Походу, не хватило денег на лицензию. А карты в углу нет. Ориентируемся по старинке.
Будем использовать кошачье чутье. И вот он, финал первого уровня. Так, достаю следующий лот на PlayStation 2, и это у нас 1945. Первая и вторая The Arcade Game. На боксе какая-то левая наклейка и надпись шариковой ручкой. Вальенто по-итальянски значит яростный или жестокий. Похоже, прошлый владелец итальянец знатно подгорал с этой игры. У меня про нее инфы 0. Никогда не играл, но судя по скриншотам, наоборот, это классический хардкорный скролл-шутер с видом сверху. Закидываем диск консоли «Время ярости», Валенто. Так, на диске у нас целых две части. Выбираем первую. На выбор дают 6 истребителей. И вот у этого реально необычный крутой вид. Выбираем его. Это японский Shade G7. Погнали. Первый уровень. О, я случайно прожал кнопку и выпустил супер выстрел. Ладно, жмем другую кнопку, стреляет обычной пушкой. И тут, пацаны, засада. Зажать кнопку и поливать врагов свинцом не получится. Чтобы стрелять, надо долбить по кнопке для каждого выстрела. Мой палец уже начинает качаться. Да, тут просто адский хаос. Игра работает мега бодро, анимация шикарная. На экране одновременно происходит миллион действий. Взрывы, двигающаяся техника, армады вражеских самолетов, летящие во все стороны снаряды и бонусы. Я еле успеваю уворачиваться. Это что сейчас было? Майкл Б, ты видел это? Башня вражеского танка просто отсоединилась, трансформировалась в какого-то робота и полетела. Крутой день. Графика, конечно, чисто аркадная, пиксельная, а сам экран сужен по бокам. Все ради того, чтобы передать атмосферу того самого вытянутого автомата из 90-х. Уворачиваться от винегрета пуль на экране нужно с точностью до миллиметра. Управление, к счастью, отзывчиво, самолет реагирует моментально. Но игра вообще не прощает ошибок. Если ты хочешь проверить свои нервы на прочность и выбить свою дурь с геймпада, то это идеальный вариант. Да, меня взорвали. К этому кошмару на экране надо привыкать. Тут нужна бешеная реакция и хирургическая точность. И мне кажется, что на крестовине геймпада PlayStation 2 не хватает микротактильности. Или я просто привередничаю и пытаюсь продать свое неумение играть. Чем дальше, тем хуже, мужики. Глаза просто разбегаются. Надо следить вообще за всем. Но игра классная, геймплей захватывает. Боссы, трансформеры, почтение. Локация, если вы не успели заметить, нарисована очень красиво. Но подбить тебя хочет абсолютно каждый утюг на этой карте. Ладно, на этом хватит. Тут надо садиться и попотеть всерьез. Оставляем на вечер. И финальный лот из этой огромной коробки. Тоже на вторую плойку. World Championship Off-Road Racing. Симулятор гонок по бездорожью. Смотрите, оригинальная голограмма наклеена как-то через одно место, ровно посередине длины бокса. Открываем, сразу замечаем потерю, отсутствует пластиковое крепление для карты памяти. Memory Card, который раньше всегда делали в боксах PlayStation 2. Зато мануал на месте радует присутствием. Ну что, это все? Проверь углы, а то опять скажешь, что забыл достать какой-нибудь диск.
Нет, на этот раз точно все. Огромная чудо-посылка официально пуста. Мужики, вот он, весь улов из этой гигантской коробки с дыркой. Посмотрите на эту красоту. 2 поколения PlayStation на одном столе. Куча мануалов, золото в Мельбурне и взрывающиеся танки. Настоящий праздник коллекционера. Разминаем пальцы, ведь прямо сейчас сверху на стол прилетит следующая посылка. Так, мужики, градус безумия растет. Следующая посылка приехала в обычном полиэтиленовом конверте от Нины. Nina Williams wins. Из города Королев. Содержимое оценивается всего 1000 рублей. Мне самому дико интересно, что я там урвал за косарь. Но самый сок в дате отправления 6 сентября 2024 года. Пацаны, мы официально телепортируемся почти на 2 года назад. Погнали в 2024 год. Внутри картонная коробка. Нине из Королева, мое максимальное мужское уважение за упаковку. Сначала пакет, потом коробка, а внутри 2 игры для PlayStation 3. Вот как надо отправлять лоты. Достаем первую игру из этой посылки, это Disney Universe. В нашей локализации Мир героев. Пацаны, я понятия не имею, что это за дичь. Никогда в нее не играл, но состояние бокса просто конфетка. Так, наоборот, настроение читаем. Окунись в мир веселья, шалости и озорства. Веселье, шалости и озорства за 1000 рублей. Звучит интригующе, но, надеюсь, без криминала. Напишите в комментариях, кто в это озорство залипал. Идеально, мануал на месте. И смотрите, какой прикол. Внутри бокса есть крепление, чтобы вставить еще один внутренний трей для второго диска. Достаем второй лот из этой же посылки. Тоже 3. Racket Sport. Скорее всего, это обычный спортивный симулятор под PlayStation Move, где надо махать контроллером перед телевизором. Бокс реально в отличном состоянии. Пластик блестит как новый. Приятно в руках держать. Мануал на месте. Полиграфия сочная. Откладываем этот косарь в сторону. Нина не подвела. Следующий лот прилетел ко мне прямо в руки, и это сплошной кокон из пупырки. Пришла посылка через ДЭК. Отправитель Москва, а вот имя засекречено. Окей, поиграем в шпионов. Под пупыркой у нас картонная коробка, запечатанная на совесть. Да, москвич паковал посылку так, словно отправлял мне плутоний для ядерного реактора. Да, пацаны, это же Dead or Alive 5. Ultimate для PlayStation 3. Причем чистокровный американский регион. Состояние просто коллекционное, муха не сидела. Dead or Alive 5. Кажется, у нас в студии резко поднялась температура. Открывай скорее. Ты смотри, аноним даже в бокс положил пупырку. Красавчик. Мануал на месте. Состояние идеальное. Эту эстетику нужно срочно закидывать в консоль. Загружаем. Выбираем режим история. И, пацаны, вы просто посмотрите на эту шикарную графику. Для PlayStation 3 это выглядит просто потрясающе. Геймплей бешеный, скорость дикая, управление бодрое и отзывчивое. Камбухи залетают как родные. Вы только гляньте на эти капли пота на ее красивом личике. Так, стоп, он сказал на лицо смотреть. Ну, конечно, верим тебе всей душой. Но игруха чистый кайф, тут я с тобой согласна. Японцы Steam Ninja гении проработки. У этой игры есть свой неповторимый стиль и шикарная боевая эстетика. Да-да, конечно, именно на капельки пота, проработку, эстетику боя ты смотришь в этой игре. Кого ты обманываешь, аналитик игр?
Как же хорошо, что в 2012 году при создании этой игры еще не было всех этих современных движений вроде MeToo, безумных феминисток и душной геймерской цензуры. Выпусти они Dead or Alive сегодня, их бы распяли в соцсетях. А так мы можем спокойно запускать этот шедевр и получать тонны эстетического удовольствия от прекрасного. Настоящий пацанский раритет. Готовься защищаться, предательница! Аюми, я не хочу с тобой драться, но мне придется. Чисто японские диалоги в играх. Разработчики просто делали красивую, яркую игру для нормальных игроков. А физику покачивания запретили бы на уровне ООН. Спасибо PlayStation за наше счастливое, нецензурированное и правильное геймерское детство. А физика персонажей здесь это просто триумф игровой индустрии. Да-да, физика локации, гравитация и физика отдельных мягких тканей, главных аргументов. Вы только посмотрите на эти независимые колебания. Такое чувство, что лево и право полушария этих аргументов живут своей собственной, глубоко насыщенной жизнью. Они колышутся в такт прыжкам, реагируют на удары, подчиняются законам гравитации и инерции. Ты знаешь, мне кажется, что ребята из Team Ninja явно потратили на эти алгоритмы больше времени, чем НАСА на симуляцию падения метеоритов. Исаак Ньютон в этот момент просто плачет от радости, потому что Team Ninja создали свои законы притяжения и колебания. Настоящий триумф инженерной мысли. Это не просто файтинг, это целая диссертация по аэродинамике и сопротивлению материалов. Пишите в комментариях, кто ваш любимый персонаж на Dead or Alive и за что вы любите эту серию игр. Только цензурно, ребята. Вот такой раритет пополнил мою полку. Судя по звуку, внутри болтаются боксы, как гайки в ведре. Погнали дальше, мужики. Следующий лот прилетел к нам по СДЭКу от Евгении из Электрогорска. В эфире Электрогорское телевидение. Плотность упаковки? Нет, кажись, СДЭК не слышал о таком. И тут у меня первый культурный шок, пацаны. Евгений прислал 2 игры на PlayStation 3, но они тупо склеены между собой скотчем. Евгений, родной, СДЭК, зачем устраивать сиамский союз пластика? Ладно, смотрим аккуратно. Все, пронесло, ребята, скотч только сверху и снизу. Саму пленку бокса он не задел, так что боксы не пострадали. Отодрали. Первая игра из этой связки сиамских близнецов — это NHL 2K8 на PlayStation 3. Бокс просто в идеале, чистый, как слеза ребенка, с той самой олдскульной верхней надписью PlayStation 3. На обложке у нас во всей красе застыл Джейсон Стэтсон, на тот момент первый центровой команда Ottawa Senators. И тут у меня претензии к издателю. Обычно 2K всегда крупно писали имя хоккеиста на обложке и вообще игрока, а тут пожалели чернила, прямо как EA Sports. На оборотной стороне пафос The Top Rated NHL Video Game is now even better. Лучшая хоккейная игра теперь еще лучше. А внутри у нас все по красоте, чистый мануал, и он приятно толстенький. Вторая игра от Евгения — авиасимулятор Blazing Angels 2. И снова бокс старой школы с вертикальным логотипом и красным шильдиком с цифрой 3 на торце. И, пацаны, минут геймерского просвещения, почему некоторые игры на PlayStation 3 имеют этот красный боковой значок, а другие нет? Все просто. В конце 2009 года компания Sony устроила глобальный ребрендинг PlayStation 3, как раз к выходу версии PlayStation 3 Slim. Они сменили паучий шрифт на обычный и перенесли логотип.
Игры, которые выходили в Европе до ребрендинга, имели именно такой прикольный красный шильдик на торце, чтобы их было видно на полке. А вот после 2009 года все корешки стали унылыми, просто белыми. Так что перед нами чистокровный, благородный евро-олдскул первой волны. Так, мы продолжаем. На обороте бокса читаем красивый слоган. Few aircraft remain secret, most heroes are forgotten. А мало какие самолеты остаются секретными. Большинство героев забыты. Тут полный пакет, мануал на месте. И что круто, у меня на полке уже есть первая часть этой серии, так что диалоги у меня в сборе. Евгению из Электрогорска, несмотря на прикол со скотчем, ставим жирный зачет. Так, а мы летим дальше, ребята. Следующая посылка мягкая. Я мягкий. Дерево делаю мягким. Прислал ее Алексей. Алексей. Из сурового города Челябинск. И ценник просто сказочный. Я урвал этот лот всего за 500 рублей. И это у нас игра для Xbox 360, Forza Motorsport 4. Бокс, как мы видим, в отличном состоянии. Пацаны, помните, в прошлой распаковке у нас уже была Forza. Первая часть из серии Horizon, которая была переведена на польский и русский. А тут у нас номерная 4-я часть. Внутри прилагает какой-то бонусный пакет дополнений. Но мне кажется, прошлый владелец уже его 100 лет как назад активировал. Оборотная сторона на скриншоты бедновата. Есть остатки старой клейкой ленты. Но открываем бокс. О, челябинцы не поскупились. Внутри куча пупырки. Вкладыши. Сочный мануал. И зацените крепление. Одно двойное, потому что внутри лежит целых 2 диска. Игра-то масштабная. Алексею огромный респект. Следующий лот прилетел к нам Почта России от Вячеслава из славного города Омск. А накануне омичи наблюдали над городом необычный светящийся объект. Сумма приобретенного 2850 рублей. И тут у нас снова временный парадокс. Посылка приехала ко мне еще 13 июля 2025 года. Это просто бомба. Внутри 2 диска. Давайте достанем первый. Номер 1 из этой посылки — это же Wolfenstein 2009 года. Для PlayStation 3. Бокс в отличном состоянии. Пластик просто блестит. Снова бокс старой школы с верхней надписью PlayStation 3 и той самой красной полоской на торце обложки. Пацаны, это легендарный мистический шутер от Rayman Software. Настоящий коллекционный раритет. Переворачиваем, читаем жирную плашку. Увлекательные приключения в мистическом и мрачном мире. И это на минуточку цитата из рецензии культового западного журнала Game Informer. В те лохматые годы разработчики очень любили хвастаться оценками прессы на обороте. Продолжение легендарной серии игр. Мы знатно там разносили фашистов и параллельные миры. Настоящее мужское рубилово. Открывай бокс, не томи. Открываем, и мануал на месте, пацаны. Правда, само содержимое внутри почти никакое, но для галочки полный комплект. Откладываем в сторонку. Достаем вторую игру от Вячеслава. И эта игра по мотивам легендарного сериала «Остаться в живых». И снова у нас бокс старой волны с красной полоской на торце. На обороте глубокий слоган. Ты ли остров? Найди освобождение, найди путь домой. Бокс в очень неплохом состоянии. А игра «Остаться в живых». Достаем мануал. Пацаны, вы только посмотрите, какой он толстый. Вот это я понимаю, уважение к игроку. И у меня сразу логичный вопрос. А какой здесь вообще жанр игры? Это квест, бродилка или survival action от третьего лица? Эксперты в комментариях, кто проходил, черканите. Стоит ли ее вообще запускать на тест? Или там унылый проходняк по лицензии кино? На очереди небольшая, но такая хорошо взбитая, плотная посылка. Прилетела Почта России от Дмитрия из Москвы. Сумма приобретения 1370 рублей. Посмотрим, что там за контрабанда.
А зеленая коробка, на которой маркером от руки написано «Хомут манжет». Но это еще не все. На лицевой стороне красуется логотип смесителей «Профсан» и приписка «Товар сертифицирован». Знаете, мужики, я очень сильно сомневаюсь, что внутри лежит смеситель для ванны за 1300 рублей. Хотя если там хомуты, то это будет самый брутальный фейл года. И пацаны, это же игра на оригинальную первую PlayStation, игра Chase the Express. В Северной Америке известна как Covert Ops Nuclear Dawn. Чистокровный Black Label. Жаль, что без фирменной голограммы на коробке. Но сам футляр в отличном состоянии, без трещин. Погоня за экспрессом – что-то до боли знакомое. Пахнет старыми боевиками с кассет VHS. Вот-вот. Я в эту игру никогда не рубился, но судя по названию, в голове сразу всплывает культовый фильм «В осаде 2». У нас называли «Нико 2». Помните, где непобедимый мастер айкидо Стивен Сигал в роли Кока в одиночку захватывал поезд и устраивает террористам радушный прием, ломая им руки и ноги в своей фирменной расслабленной манере? Сигала на скриншотах не видно, так что с фильмом я походу промахнулся, но читаем описание на English. Will you be able to rescue the hostage, stop the train and save Europe from a nuclear crisis? Сможете ли вы спасти заложников, остановить поезд и спасти Европу от ядерного кризиса? Ну, пацаны, это же в один сюжет фильма Сигала. Внутри лежит целых 2 диска. Ого, игры на 2 дисках для PlayStation 1 проходниками практически никогда не были. Это значит, что нас ждет масштабный закрученный шпионский боевик в духе Metal Gear Solid или Siphon Filter. Да, судя по фото, в мануале это точно не Стивен Сигал, какой-то другой суровый парень с пушкой. Их-то и ждали. Сами диски, кстати, блестят, состояние отличное. Надо будет обязательно сделать на нее отдельный ретро-тест. И что мы видим на экране? Russia, Санкт-Петербург. Нас занесло в культурную столицу. Тестим управления. Слушайте, а механик-то в один напоминает старый добрый Resident Evil и Metal Gear Solid. Фиксированные углы камеры, олдскульное танковое управление. И у меня главный вопрос к самому себе. Почему в детстве, когда у меня была огромная коллекция пиратских дисков на первую плойку, я никогда даже не слышал об этой игре? Мимо какого шедевра я прошел? Так, вижу первого противника. Удобно, что здесь одной кнопкой можно зафиксировать на нем взгляд. Но, до чего же непривычное управление. Накосячил, не успел его завалить со ствола. Надо быстро щемиться в купе, пока патрульный не вернулся и не навалял мне. Так, за дверью слышны шаги. А теперь зацените режим связи по рации. Ну чисто же Metal Gear Solid. Кодзима точно где-то рядом стоял. Пока приходится страдать, привыкая к этим костылям управления из 90-х. Но, пацаны, посмотрите на эти локации. Визуал для первой плойки сделан очень красиво. Я помню, что здесь не хватало какой-то детали. Такая это была за барной стойкой в вагоне-ресторане. Опа, вражеская сила подоспела. Благо умирают они быстро. Это вам не душные зомби из резика, в которых надо всадить целую обойму. С трупа выпали патроны. Отлично. Патрики Суэйзи нам всегда нужны. Стволу нужна кормежка. Двигаемся дальше. Так, а тут у нас полная темнота, а приборы ночного видения мне никто не выдавал. Заходим на ощупь в морозильную камеру и находим там замерзший труп повара.
Навряд ли это, конечно, труп Стивена Сигала, который работал скромным военным кубком на авианосце. Тот бы точно не позволил себя заморозить. Он прав. Запреси его в холодильник. Мне кажется, был скрытый хит, которого я не знал. На этом первый заезд окончен. Отправляем наш питерский экспресс на полку. Коробка, конечно, знатно помята. Почта России в своем репертуаре. Следующая посылка приехала от Екатерины. Екатерина II. Из города Москва. Посылка прошлогодняя и отправлена она ровно год назад. День в день. 25 мая 2025 года. И, пацаны, посмотрите, это же игра Африка для PlayStation 3. Пацаны, для тех, кто не в теме, Африка — это один из самых редких и дорогих эксклюзивов для PlayStation 3. Это не из-за того, что там какой-то сюжет интересный. Тут сюжет просто простой. Ты работаешь фотографом в журнале National Geographic в сафари в парке. Но игра вышла в малом тираже. Европейская версия, к слову, называется Hakuna Matata. Hakuna Matata. И сейчас на аукционах стоит просто космических денег. Бокс в идеальном состоянии, просто перфекто. Открываем этот Грааль. Мануал на месте, и он, пацаны, в шикарном твердом переплете. Книжка сделана как дорогой фотоальбом. Бэк-арт, очень скромный и стильный. Просто надпись «Африка» и череп антилопы гну. Катерине из Москвы мое глубочайшее почтение. На полку ее под замок. Имеется в виду игру, а не Екатерину. Следующая коробка тоже приехала Почта России от Алены из Москвы. Да все посылки сегодня у меня из Москвы. Из поселка Марина. Содержимое я урвал у нее всего за 700 рублей, согласно путевому листу. И посылка тоже 25-го года. И тут у нас игра на вторую плойку Outlaw Tennis. А незаконный теннис или вне правил теннис. Outlaw Tennis. Эпоха, когда спортивные игры продавали не за счет реалистичной физики мяча, а за счет длины юбок на обложке. Серия Outlaw — это культовая спортивная дичь из нулевых. Они делали гольф, волейбол и теннис и другие разные спортивные игры, но со своей очень специфической пацанской атмосферой. Здесь нет скучных правил белого спорта. Здесь играют панки, рэперы, девушки с низкой социальной ответственностью и суровые мужики. А если тебе не нравится решение судьи, ты можешь просто подойти и смачно набить ему морду прямо на корте. Чистый трэш, угар и кооперативное веселье. Бокс, как мы видим, в отличном состоянии. На обороте написано Advantage Summer. Преимущество лета. Мануал на месте, карточка регистрации в PSN, или где они там регистрировались в 2005 году, тоже тут. А диск чистый. За 700 рублей шикарный подгон для вечерних посиделок с друзьями. Алене зачет. Мужики, Авито конвейер продолжать поставлять годноту. Следующий лот приехал Почта России от Павла из Москвы. Сумма по путевому листу 2354 рубля. Uno, due, tre, quattro. Buongiorno. Хо-хо, первая пошла. Пацаны, да ладно, это же Burnout 3. Takedown на PlayStation 2. Величайшая аркадная гонка в истории человечества. Но зацените верхушку боксов. Здесь до сих пор красуется оригинальная заводская маркировочная пломба тех времен. Диск внутри буквально заперт в капсуле времени. Настоящий музейный экспонат. И на обороте суровый слоган Don't fight traffic, destroy it. А не борись с пробками, уничтожай их. Эх, этот девиз идеально подошел бы для московских дорог. Скрывать этот раритет ради проверки я, конечно же, не буду. Что? Опять?
Пломба дороже любых тестов. Игру поставлю на почетное место на полке. И лот номер 2 из этой посылки – тактический шутер Conflict Global Storm на PlayStation 2. Бокс просто в шикарном состоянии. Ты только посмотри, как круто переливается глянец на обложке. Нулевых умели делать полиграфию со вкусом. Открываем. Внутри все на месте. Полный комплект. Паулу летит жирный плюс. Так, третья игра. Легендарный, самый первый Том Клэнсис. Splinter Cell. На вторую плойку. Это родоначальник лучшего стелл-экшена, где мы приучили врагов бояться темноты. Состояние боксов просто отлично. Пластик не затертый. Как будто игра все эти 20 лет ждала именно меня. Сэм Фишер в идеале. Кажется, Павел из Москвы решил устроить нам вечер стопроцентной ностальгии. Доставай последний сверток. И финальный аккорд от Павла. Среди дисков для PlayStation 2 внезапно затесался засланец для тройки от Transformers The Game. Тот самый экшен 2007 года по первому фильму Майкла Бэя. Оригинальная надпись PlayStation 3 сверху бокса и красный лейбл на торце. На обороте брутальный выбор Protect or Destroy. А защищай или уничтожай. За кого ты играл в детстве? За автоботов или десептиконов? Черкните в комментариях. А десептиконы трансформируемся. Внутри все просто в идеале. Ты только посмотри на него. Он буквально блестит. Он не целованный, как будто к нему вообще никто никогда не прикасался. Настоящий кайф коллекционера. По посылке от Павла за 2454 рубля мы получили Burnout с родной пломбой. 2 шикарных комплекта для PlayStation 2 и нецелованных трансформеров на тройку. Вот окупился на 200%. Ну что, мужики, финальная прямая, последний конверт и крайняя посылка этого безумного ролика. Прилетела она через DPD от Елизаветы. Елизавета, здравствуйте. Из Москвы. Сколько? Уже третья девушка подряд из Москвы. Екатерина, Алена. Еще Павел был между этим. А сейчас Елизавета из Москвы. Слушайте, этот выпуск нас определенно радует женским полом. Сначала роскошные капли пота в Dead or Alive. Теперь посылки от девчонок. Ты только посмотри на это. Коробка из-под премиальных конфет Dynasty. Династия. Все-таки женские посылки кардинально отличаются от мужских. Это вам не брутальный московский Диман со своими хомутами или коробка из-под сертифицированных смесителей. Тут у нас лакшери стайл, шоколадная династия. Открываем конфетницу. А внутри у нас настоящая крутотень для PlayStation 2. А легендарный Mortal Kombat Deception. Deception online for PlayStation 2 and Xbox. Из коробки из-под конфет достать самый жестокий файтинг поколения? Елизавета знает толк в контрастах. Настоящая брутальная романтика. Состояние бокса просто радует глаз. Пластик целенький. И тут внезапно надпись полностью на русском языке. Это в каждом из нас. Ты только посмотри, это обычные листы из школьной тетрадки, на которых предыдущий владелец обычной шариковой ручкой от руки исписал 4 страницы. И это не просто каракули, это камбуки, спецприемы и фаталити для бойцов. Максимальное уважение этому неизвестному геймеру из прошлого. Ого! Настоящий манускрипт эпохи нулевых. Кажется, тут даже есть свой фаворит. Да, судя по всему, его любимым персонажем был Ермак. Его приемы идут самыми первыми, а само имя выделено жирным красным цветом. Человек реально заморочился. И только после этих свитков очередь доходит до оригинального мануала. Книжка, кстати, в отличном состоянии. И тут меня осеняет, как же хорошо, что разработчики Midway тогда не напечатали приемы ударов прямо в мануале. Если бы они это сделали, прошлый владелец затер бы эту книжку до дыр. Я бережно кладу эти листки обратно, ни за что их не выкину. Оставлю как исторические хроники и напоминания о том, как мы все делали это в детстве. Кто из вас в детстве не вел точно такие же общие тетрадки, блокноты или дневники, куда мы сидели и вручную переписывали коды на GTA San Andreas, комбинации для фаталити в Сеге или секреты для Сипон фильтра?
Мы же все через это прошли. Это наше золотое геймерское детство. Если у тебя был такой блокнот, ты обязан прожать этот лайк. Именно, мужики, если у вас свой олдскул от вида этих тетрадных листков, если вы тоже вели свои бортовые журналы с кодами, прямо сейчас влепи этому ролику свой самый жирный, брутальный пацанский лайк. Давайте устроим в комментариях настоящую династию олдскула. Ну что, народ, вот и вся стопка дисков на сегодня. Консоли заряжены, геймпады рвутся в бой. Но подождите закрывать вкладку. Сейчас будет исторический момент. Пора подвести итоги нашего прошлого ролика. Прошлый видос собрал больше 1000 просмотров. Для нашего лампового канала это практически статус мировой звезды. Спасибо каждому, кто прожал лайк и досмотрел до конца. А теперь аллея славы. Нас стало больше, а именно 109 на момент выпуска этого ролика, и мы бы зачитали список новых героев, кто нажал на заветную красную кнопку под прошлым видео. Однако их аккаунты скрыты. Ребята, добро пожаловать на борт. Но и это не все. Мы поставили абсолютный рекорд канала по комментариям. Столько активности здесь еще не было. Спасибо всем за добрые слова и за ваши крутые вопросы. А именно Тимофей Покровский, Дэнни Фукс Лайфт, Кирилл Москов, Кими Асма, Рокер Принц Романов Серега, No Mercy, Эл Руссо, Александр Морозов и Владимир Синяков. Отдельный респект и виртуальное рукопожатие летит подписчику по имени Леха. Этот прекрасный человек заметил, что в коробке не хватает мануала к игре, и с барского плеча предложил прислать свой. Хотя этот кожаный отказался, но жест Лехи мы ценим. Вот это, я понимаю, геймерская взаимовыручка. Ты лучший, бро! Однако, великий успех не приходит без хейтеров. Сегодня мы празднуем еще один абсолютный зубодробительный рекорд канала. Мы собрали 4 дизлайка. Да-да, целых 4 человека не поленились, досмотрели до конца, пересилили себя и ткнули пальцем вниз. Ребята, 4 спартанца, 4 всадника апокалипсиса. Спасибо и вам за активность. В общем, народ, вы крутая аудитория. И автору канала нравится делать ролики для вас. Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь, если вы еще не там. А он пошел тестировать все это консольное добро. До встречи в следующем видео. Пока!